Всем привет, дорогие друзья, с вами Орал ТВ, и сегодня мы будем тапать. Все вы знаете про этот популярный тренд тапалок в последнее время. И я решил записать очередной видеоролик для своей рубрики «Заработай с Оралычем». Я хочу поделиться целыми 5 интересными проектами, на которых можно в теории заработать. Сразу скажу, что именно в теории, потому что до листинга некоторые тапалки могут не дожить. Но так или иначе, если тренд сохранится, то можно поднять деньжат. Я расскажу про тапалки, которыми пользуюсь лично я. Погнали! Ну и самая популярная тапалка, которую, наверное, уже слышали все, а кто не слышал, кто вообще такие тогда. Это тапалка Hamster. Hamster Combat насчитывает очень много количества участников. И я думаю, что листинг данной монеты точно будет. Ну тут просто реально много людей. Разработчик, в свою очередь, все-таки сможет заработать бабла, поэтому ему выгодно сделать листинг. Как вы все знаете, в хомяке нам нужно прокачивать свою биржу. Неизвестно, кто на самом деле разработчик этой темы, но благодаря огромной аудитории это довольно заманчиво. Мы просто заходим в наше приложение. Да, кстати, ссылочки на все тапалки будут в описании. И начинаем кликать нашего хомяка. Также можем приобретать бусты, благодаря которым мы будем прокачивать пассивный доход нашей биржи. Да, это игра-эмуляция биржи. И вы типа там самый главный. Как заявляет сам разработчик, коины, которые вы получите на листинге, будут зависеть от вашего дохода в час. Поэтому это обязательно нужно качать. У нас есть бусты, реферальная система, а также разные задания, за которые можно получить монет. В общем, кто не зареган, быстрее регайтесь, потому что листинг, как они говорят, должен быть в июле. Также не менее нашумевший проект – это проект Bloom. С Блюмом уже довольно все проще. Создатели данной тапалки это бывшие разрабы Binance, поэтому это повышает степень доверия, и аудитория у этой тапалки тоже довольно большая. После того, как мы зайдем в игру, у нас будет счетчик и фарминг. Мы можем заходить сюда каждые 8 часов, чтобы забирать свои поинты и начинать фарминг заново. Также каждый день нам будут выпадать билеты, на которые мы можем играть в игру под названием Drop Game, где мы можем нажимать на так называемые лепестки, за которые нам будут давать сами поинты. Игра длится около 30 секунд. Будьте внимательны, не заденьте бомбочки, иначе вы потеряете очень много будущей криптовалюты. Также по непроверенной информации сказали, что в будущем в этой игре будет падать криптовалюта. Не знаю, доверять этому или нет, решайте сами. Но у меня 52 билета. Сгорят они или не сгорят, я не знаю. Также еще говорили, что будет что-то 1 июля. Может быть листинг, а может быть какое-то обновление. Хрен знает. В общем, чекайте. Ссылочка в описании. На всякий случай попробуйте урвать свой пирог. Если, конечно, будет листинг. Опять же, ничего не знаю. Перед тем, как обозрем третью тапалку, рекомендую подписаться на мой канал. Поставить лайк и желательно подписаться в телеграм-канал. Ссылочка в описании. Ну так, чисто. Я же вам даю полезную информацию, поэтому чего вы. Ну и контент на канал не помешает, так или иначе. Ну и третий проект на сегодня это проект TapSwap. Разработчики данной игры являются по совместительству также разработчиками сети Sol, поэтому тоже есть какое-никакое доверие. Ну и игроков тут тоже много. Нас встречает интерфейс очень сильно похожий на Notcoin. Да, это игра чистая копия Notcoin. У нас тут есть опять же реферальная система, всякие задачки, которые можем выполнять, получать монеты. Можем тапать нашу монету и есть различные бусты. Например, Tapping Guru. Ты нажимаешь, получаешь и опа, как много монеток получаешь. Короче, чистый клон ноткоина. Даже Hamster и Blur немного иначе работают. Но это довольно забавно. Также у нас есть статистика. И, как говорит само приложение, тут 59 миллионов игроков. Опять же, я считаю, что чем больше игроков, тем больше вероятность того, что будет листинг. Вот такое вот приложение. В теории, может, помпанет. Следующий у нас на очереди Pixel Tap. Новая тапалка, недавно только в нее зарегистрировался. Но мне очень понравилась идея этой тапалки. Тут есть одна мини-игра очень прикольная, где можно сражаться между своими, скажем так, питомцами с другими питомцами и зарабатывать таким образом монетки. Ну и также можно их забирать каждые 8 часов, как в принципе в каждой любой тапалке. Разработчики этой игры вроде как из Binance и из кошелька Trust, поэтому тоже есть небольшое доверие. Правда, про нее я слышал уже меньше, но можно отправить копилку чисто вдруг чё. Также тут есть реферальная система, различные награды, daily комбо, daily rewards. В общем, все как у людей, все как у других тапалок. Добавляем в портфолио и идем дальше. Да е-мое. По поводу листинга ничего не знаю. Сорян, пацаны. Итак, переходим к последнему проекту на сегодня. Это проект Time Farm. Данный проект имеет 3 миллионов пользователей, а также он создан разработчиками монетки Time, или же Chronotech. В общем, проект, кстати, довольно свеженький, и сейчас можно в него залететь. При переходе в приложение у нас есть тупо часы, на которые мы смотрим и нажимаем на кнопку «Забрать», где мы можем забрать наши доллары, которые позже будут сконвертированы, возможно, в коины. Каждые 4 часа мы можем забирать свои баксы. Также у нас есть вкладка с заданиями, где мы можем выполнять задания, подписываться на разные каналы и получать дополнительную криптовалюту.
Есть апгрейды, в которых можем фармить больше долларов за то же количество часов. Вкладка «Друзья», ну и из интересного больше ничего нет. Кошелек Coming Soon. В общем, дорогие друзья, я с вами поделился 5 прикольными проектами, которые можно тапать. Это было максимально быстрое видео, чтобы вы просто добавили эти проекты к себе в портфолио и, возможно, в будущем заработали. А пока подпишись на мой канал, поставь лайк, а также напиши комментарий о том, что тебе понравилось видео. Ну или же напиши комментарий о том, что тебе надоели все эти таполки, и ты уже сошел с ума с этого хомяка, и блюма, и вообще в целом все тебя это бесит, и можешь даже поставить дизлайк, если тебе этот видос не понравился. Ну а что я могу сказать? Пойду заваривать доширак, пока нет денег. Всем до скорого, всем пока.